I take your hand and sing you songs, maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. Этим жарким летним солнечным днем мы отправимся в национальный парк Зюраткуль. Для того, чтобы добраться до национального парка, нужно следовать по трассе М5 от Челябинска в сторону Уфы примерно 200 километров. Поворот налево, немного не доезжая до города Сатка. По указателю Национальный парк Зюраткуль. Мы проезжаем контрольный пункт со шлагбаумом поселок Магнитка. Здесь въезд платный, 100 рублей с человека. Что из себя представляет национальный парк? Это горные хребты, среди которых Зюраткуль и Нургуш. Это само озеро Зюраткуль и километры хвойных лесов. Территория национального парка включает в себя почти 100 гектар земной поверхности. Поселок Зюраткуль располагается на берегу озера, и дорога проложена до самого берега, а места для размещения в палатках и кемпингах здесь более чем достаточно. Кроме того, вы можете разместиться на базе отдыха или снять дом. Озеро Зюраткуль одно из самых живописных на всем Урале и при этом самое высокогорное. И располагается оно на высоте 724 метра над уровнем моря. Берега протяженные, и у самих берегов озеро достаточно мелкое. При этом средняя глубина составляет около 5 метров. Самое глубокое место 12 метров. Название Зюраткуль произошло от башкирских слов, что в переводе означает «сердце озера». Когда ты находишься на берегу озера, перед тобой возникает панорама хребта Зюраткуль, на вершину которого проложена экотропа, длина которой составляет 6 километров. Вода в озере, на удивление, теплая. Дно преимущественно каменистое, но есть песчаные и илистые участки. Остановок и спусков к воде очень много. В окрестностях озера вы найдете себе занятия по душе. Для любителей туризма это тропы на хребты и горы. Есть развлечения и для детей, в том числе экопарк с зоопарком. Здесь вы можете покататься на конях и пообщаться с животными. Есть также прокатная лодочная станция. Есть пляж. Также, говорят, здесь очень хорошая рыбалка. И для рыбаков есть много узких спусков. Мы были на многих озерах, но то, что действительно меня удивило на Зюраткуле,
то, что здесь берег действительно достаточно протяженный, и практически везде организованы места, где можно подъехать и разместиться. Озеро Зюраткуль – это то место, оказавшись на котором, не хочется уезжать. А когда вы все-таки уехали, хочется вернуться снова. Тем более, посмотреть здесь действительно есть на что. В следующей серии мы отправимся на прогулку по экотропе и поднимемся на вершину хребта Зюраткуль.